Интернет-газета «Реальное время» представляет новый проект «Побег из города». Мы составили свой туристический маршрут для путешествий по Татарстану. А проехать его пригласили журналиста из Уфы Оксану Мамонтову и историка инженерии Айрата Багуддинова. Оксана ищет эмоции и впечатления, а Айрат — историческую ценность. Целую неделю они были в пути и каждый день подводили итоги увиденного, чтобы поделиться впечатлениями с читателями реального времени. Слушай, мне понравилась наша ночевка сегодняшняя, и по условиям все было хорошо, и кормили вкусно. Теперь со свежими силами мы уже можем осмотреть Свияжск. Днем, кстати, хорошо, что в будний день поехали. Народ, наверное, не будет, так что спокойно посмотрим. Более того, на Свияжске столько с тобой разных опытов, что, я думаю, нам придется разделиться, а вечером обменяемся впечатлениями. Рассказывал историю про какие-то свои личные находки, которые потом пополнили коллекцию музея. Вот сможешь какую-нибудь яркую историю вспомнить? Да, на самом деле за годы работы здесь было очень много интересных находок. Об одной из них могу более подробно тоже рассказать. Это те артефакты, которые были обнаружены при реставрации нашего детского музейного центра, который расположен в доме, таком одноэтажном, деревянном, на улице Успенской. Я, кстати, думаю, что нужно эти бумаги отреставрировать и какое-то издание сделать просто по тем бумажечкам, которые в этом доме найдены. От 20-х годов там тоже совершенно такие уникальные свидетельства эпохи. Например, там телеграфист российского телеграфного агентства, который, видимо, советского, только что появилось вообще в СССР. Он пишет прошение в Свияжское потребительское общество с просьбой выдать ему бутылочку керосина, потому что он вынужден на работе задерживаться допоздна, имеет керосиновую лампу, и не имея керосина, он, в общем, лишен возможности работать допоздна. Еще один документ такой просто кричащий, это обращение соседней деревни Елизаветина, которая, кстати, называется сейчас Иннополис. Мы там вчера были, да. Они обращаются к правлению совхоза «Красный остров». Это у вас здесь? Видимо, да. Потому это вообще единственное упоминание об этом совхозе. Пока что мы в архивных документах ничего не нашли. Где они просят помочь им с кормом для животных, хотя бы веток дать, потому что корма нет, и коровы у них гибнут. И как раз это в 20-е годы, то есть, как-то прям чувствуешь, когда читаешь такие бумаги, что здесь происходило и какая здесь была непростая жизнь. Конкретно вы решили остаться жить именно здесь? Потому что я знаю, что у каждого жителя, который здесь, у него какая-то особенная история, и просто так здесь никто не оказывается. То есть, вы знаете, мне было очень здесь интересно. Очень тяжелые островные условия. Вы знаете, мы все прошли через, сложные условия, в смысле бытия. Потому что, во-первых, трава. Городской житель, который не знал, с какой стороны печку затопить. Бани нет. У соседки бани. Бань находится достаточно далеко. Это надо все было поднимать. Не работал магазин в это время. Это 86-й год, я вам рассказываю. То есть столько было такое количество трудностей, почему вы знаете, такое счастье было, что мы находимся в таком благословенном месте, уезжать не хотелось. Хотя было порой грустно. Идешь, так посмотришь, огни горят с той стороны, а у меня дом со стороны Щуки, соседей нет, одни закаты, место шикарное, закаты все время не повторяется. Посмотришь, думаю, нет, а почему люди живут, почему я должна убежать? Характер, наверное. Если бы в 80-е годы бы приехали, знаете, как бы Свияжск выглядел? Как будто бы уснул Миша Лемень. Он был такой нетронутый, и, конечно, он привлекал людей творческих. Я имею в виду художников, которые просто влюбились в наш Свияжск, купили небольшие домики, как творческие мастерские, до сегодняшнего дня они с нами.
Слушай, а вот эта история про вот этот вот Акунин 17 века, Фандорин 17 века, то, что ты рассказывал, это тоже как-то связано с Свияжском или с окрестностями? Это связано и с Свияжском, и с окрестностями. Сохранился такой уникальный летописный документ, где свияжского сыщика конца 17 века посылают на сыск расследовать дело об убийстве в соседней чувашской деревне в сторону Чебоксар, буквально 40 километров отсюда. Там вот этот куст вот этих населенных пунктов с названиями, сохранившимися с конца 17 столетия. И, в принципе, поскольку там очень подробно все описано, там можно на месте просто вот эти события все представить. И мы сейчас начали рисовать комикс, посвященный этому документу. И в дальнейшем планируем такую специальную экскурсию тоже с выездом на место событий сделать. Айрат, здесь сегодня пусто, видимо, потому что будний день, да? Ну, я тебя умоляю, разве это пусто? Вот я был здесь лет 5 назад, так вот это да, ничего еще не было. А сейчас тут просто рай для туристов. Смотри, трактир есть, где можно недорого и, в принципе, вкусно поесть. И сувениры всевозможные. То же самое твой гончар, кузница, и на лошадях можно покататься. Это еще только конный двор. А на другом конце острова есть ленивый торжок, там тоже большое количество всевозможных опций. Так что, Оксанка, все как ты любишь. Сейчас тут туристическая инфраструктура едва ли не больше, чем исторических памятников. Ну, то есть в выходные тут толпа людей? В выходные толпа, а тем более фестиваль, когда они делают типа Дня ухи, чего-нибудь такого. Так это вообще красота. Как ты? Слушай, так уезжать отсюда неохота. Это такое место какое-то волшебное на самом деле. Не зря же Пушкин говорил, что это похоже на остров Буян. Не говори, неохота. Но ничего, у нас все-таки красот много впереди. Так что давай навстречу новым приключениям. Да. Айрат, мне в Свияжске очень сильно понравилось. А куда мы теперь поедем? Дальше у нас по маршруту деревенька со странным названием Печищи. Деревенька? Что мы забыли в какой-то деревне? Ну, главное не что, а кто, потому что в Печищах мы встречаемся с удивительным человеком, который, пожалуй, знает о Татарстане больше, чем кто-либо другой. Человеком, без которого, может быть, и не состоялась бы наша с тобой экспедиция. Я думаю, у него получится влюбить нас даже в такие места, как Печищи, Теньки или Верхний Услон. Это дно моря, которое здесь плескалось более 200 миллионов лет назад. То есть оно, вот этой вот осыпи, она формировалась 50 лет. Это называется Печищинский геологический разрез. Место, в общем-то, известное во всем мире специалистам, геологам. Вот. И более того, они сюда приезжают на конгрессы и так далее. Находится это как раз напротив Казани. И штука достаточно редкостная и удивительная. Вот. А так, вот по этому Печищинскому разрезу мог называться один из периодов, достаточно продолжительный, так называемый Пермский период. Он получил название благодаря англичанину Мурчинсону. Он приехал сюда в середине 19 века, побывал у нас в Печище. И вот этот Мурчинсон, он, собственно, и дал очень всем
геологическим почти периодам названий, в том числе Юрскому знаменитому, который у нас благодаря Спилбергу очень известен. Скажите, а где вот на уровне вот этого разреза находится наше человечество? Ну, хотя бы даже начало нашего человечества. Вот видите слой, там вот эти птички, вот примерно вот маленький даже. То есть практически один из последних слоев, да? Да, да. Но в Волгаре, конечно, на самом деле там слой до 3 метров археологически достигает. Это зависит от насколько интенсивно жизнь жила. Можно ли сказать, что мы находимся сейчас на самом дне сотворения мира практически? Ну, наверное, да, второй день сотворения, да, из 7. То есть мы сейчас реально в памятнике мирового значения, как Да, я понял из да. ваших слов. Вот эти вот печи, вроде бы вы упоминали, что они как-то связаны с переработкой известняка, да? Напрямую. Вообще это главная строительная база Казани с древнейших времен. То есть вот на этом Печищенском камне была выстроена еще и ханская Казань. И в дальнейшем использовалась для строительства. То есть наш Кремль, он был построен, собственно, на Печищенском камне до изобретения цемента. Известковая вот эта вот смесь. Да, это, собственно, было основным скрепительным материалом до появления цемента. Из шахт подавали наверх, в верхнюю камеру, снизу поджигали, и камень крошился, его потом заливали раствор, и вот, собственно, гашеная известь. Все достаточно просто. И вот эту вот известь использовали не только у нас в Казани, но и во многих городах, то есть на баржах отвозили. И тут таких было достаточно много заводов, они были полукустарные. Вот во всех селах, Шаланга, Тиньки и дальше, там были с 18-го, даже более ранее 17 века. То есть строительная база Казани. Известняк, вот, он здесь под рукой, что называется. Печище, верх, нижний Услона. Они относились к Свияжским монастырям Успенскому до конца 18 века, потом они стали экономическими. Вообще здесь Волга задала вот темп развития, потому что вокруг Волги все крутилось, здесь огромное количество всяких судов, Тихвинки, Коломенки, барки, осламки, коноводки, потом пароходы пришли уже в середине 19 века, и вся вот движуха была, и села были богатые, таровитые. 2-3 тысячи человек, это было обычное дело. В то время туберкулез очень серьезной проблемой был. Началось дачное строительство всюду. Врачи советовали, потому что у нас же Казань, она в ложбине расположена, миазмов очень много было. Считал, что вот плохое питание и миазмы, они вызывают вот туберкулез. Тогда, бугорчатка, как тогда называли, чехотка. И стали строиться дачи как с правой стороны, в Сосновых барах, это Красная Горка, Васильева, обсерватория, так и здесь долина продуваемая, вот то, что нужно было, собственно. То есть местная Ялта такая. Напротив Услона находился знаменитый остров Маркиз, огромный по площади. Здесь же вот Волга делает вот это вот излучина происходит, и большая вот эта луговая сторона, она была под Маркизом, это был остров Маркиз в большей степени, это купальня главная Казань. Там проходила издревле, еще в ханские времена, ярмарка, казанская она называлась, ярмарка, сюда приезжали бухарские, персидские купцы, то есть весь Восток. Маркиз, он стал называться в честь маркиза Паулуччи. Здесь вот недалеко была усадьба маркиза Паулуччи в Ключищах. Ее снесли лет 5 назад. Ее снесли. Но сохранилась вторая усадьба маркиза Паулуччи в итальянском стиле, в Наримане. Это, конечно, шедевр. Сейчас откроется, она прячется за тополями. Сейчас там кто-то в ней... Да, живу. Там сейф сохранился старинный, даже остатки мебели есть. Что удивительно. Да, даже остатки мебели. А что, вот посмотрите, что с ней происходит. Да. Пойдемте. Князь Гагарин разбил первый сад на Волге. Произошло это вот в 1820-х. И до этого-то сады были вишневые. И яблоневые тоже немножко были. Но это вот уже такой регулярный парк большой у него был. И сад крупный. И за этим подсмотрели тиньковские мужики.
Потому что, видите, в общем-то, хороший приплод, и барин все это продает, и неплохо. И стали тоже свои же сады организовывать. К концу 19 века на Теньки приходилось более миллиона яблонь. Каждая четвертая яблоня в Казанской губернии. Как они сейчас там помещались, просто невероятно. Весь берег цвел, все белое кипение было. Это был настоящий клондайк яблоневый, потому что здесь особый климат. Вот как есть в провинции коньяк, так и здесь сочетание ряда факторов. Во-первых, известка. Яблоня очень любит известку. Второе, воды грунтовые очень близко подходят, несмотря на то, что берег высокий. Мам, да у меня все хорошо, я сейчас просто не в Казани уже, а в императорском питомнике. Да ты не переживай, у меня тариф такой очень хороший от МТС, Smart Non-Stop называется. Тебе вообще сейчас бесплатно со мной по соцсетям разговаривать, и скорость тут хорошая. Слушай, давай я тебе лучше покажу, где растут маленькие елочки. Пойдем, посмотри, какие они. Это вообще уникальное зрелище. Вот эти вот елочки, они здесь в таком подростковом состоянии, и работники питомника за ними постоянно следят, делают им форму, выравнивают верхушки, ухаживают за ними. А потом, представляешь, вот эти вот елочки, они, наверное, попадают куда-то на улицы города, или кто-то покупает их в свои частные сады. Ну, в общем, вот это вот их такая вот школа, в которой они подрастают. Айрат, сегодня мне очень сильно понравился день, особенно от Свияжска я не ожидала, что это такое сильное место. У каждого жителя, который там жил, происходили какие-то загадочные истории. Ну, ты знаешь, как я к этому отношусь, Оксан. Я не очень верю. Если меня спросишь, то для меня самым ярким впечатлением стали Печищи, представь себе, усадьба Паулуччи, потому что особняк сам по себе довольно ординарный, конечно, да, и винные склады тоже так себе средненькие, но то, в каком состоянии все это находится, то, как это в запустении, руинировано, это все обладает своим налетом романтики, ну и, конечно, в то же время какого-то трагизма, поэтому меня очень тронуло все это до глубины души. А еще же я была в императорском питомнике. Слушай, так классно вообще, это же как роддом елок там. Месторождение елок, это хорошо звучит, да. Значит, ну нам надо поставить оценки, историко-культурная ценность, я думаю, возьму на себя. Но я думаю, что это прям 9, потому что все памятники сегодня были очень крутые. Эмоции. Эмоции 10. 10 класс. Но я думаю, что мы должны с тобой вести графу природа. Давай за природу тоже поставим 20 баллов. Ну ок, окей, 20. Вместе, как